Последние дни ситуация на Ближнем Востоке все больше идет по сценарию эскалации. Удары со стороны США продолжаются уже почти 2 недели подряд. Если сейчас на прицеле ВС Америки военные объекты, то по словам Трампа, следующим будут мосты, а также электростанции. Смотрите, мы сейчас с ними ведем переговоры. Я думаю, с каждым днем они становятся все серьезнее, возможно, по очевидной причине. Но мы сейчас с ними разговариваем. Смотрите, есть два пути. Я считаю, первый путь умнее, но второй, наверное, проще делать то, что мы делаем. Как я говорил в прошлом ролике, нефть пробила $100. Это был вопрос времени. И сейчас у нас наблюдается полноценная вторая волна этой войны. И если пару месяцев назад все ждали переговоры, и рынки каждый раз цеплялись за речь Трампа, когда он говорил, что готовится большая сделка, сейчас же все наоборот. Трамп заявляет, что не будет вести переговоры с Ираном, хотя по его словам они его просят, ставит жесткие ультиматумы и работает по принципу бумеранга. Как только Иран показывает зубы и бьет по кораблям в Ормузе или по базам США, Вашингтон делает ответку, вот только в несколько раз жестче. Ветеран, вы говорите о взрыве гражданских станций и мостов. Весь мир назвал бы это военным преступлением. А вы? Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы откуда? Из New York Times. Я так и подумал. Провальный New York Times. Естественно, рынки от этого страдают, фонда падает, и многие компании, как, например, Google, Tesla или Intel, тоже сыпятся, даже несмотря на положительные отчеты и огромную выручку, которая превысила прогнозы. Также Трамп возобновил еще и торговую войну, введя новые тарифы на 60 стран. И если раньше после каждой такой новой волны эскалации Трамп выходил и говорил, что все хорошо и рынки держались, то сейчас он как будто бы забил на фондовый рынок и дожимает Иран любой ценой. Следовательно, конец июля может стать максимально негативным как для фонды, так и для крипты, поскольку биткоин так и не смог уверенно закрепиться выше уровня 65 тысяч. Поэтому сегодня, друзья, мы разберем, что нас будет ждать на следующей неделе, даст ли Трамп хоть один намек на деэскалацию, будет ли падение битка ниже уровня 60 тысяч. Также я дам свой прогноз по предстоящему заседанию ФРС 29 числа и выступлению Кевина Ворша, и поделюсь своими торговыми идеями для заработка, в том числе на движении акций, а также нефти, которая сейчас растет. Еще, друзья, уже готовлю для вас большой прогноз биткоина на август, поэтому, чтобы он вышел раньше, давайте наберем как можно больше лайков, ведь сейчас такое непростое время для крипторынка, я все равно с командой работаем, выпускаем для вас новые ролики, и ваша поддержка для нас очень важна. Так что заранее всем спасибо, также пишите комментарии, $10 за прошлый комментарий забирает этот зритель, а мы начинаем. Что ж, друзья, еще одна красная неделя подходит к концу. Еще в понедельник в своем телеграм-канале после роста нефти выше уровня $90 я сразу написал, что нас ждут напряженные 7 дней. Кстати, у себя в телеграм я всегда на связи, мои редакторы оперативно публикуют важную информацию, отчеты и данные, а я выкладываю свои сделки и интересные торговые идеи, чтобы зарабатывать. А еще там есть ссылка на наш конкурс BitGet, где можно получить новый iPhone и другую технику Apple. Если что, все ссылки в описании. Если кратко, то конфликт США и Ирана не пошел по принципу деэскалации, а наоборот начал расширяться. В начале недели посредники предложили 10-дневное перемирие, но остановить боевые действия не удалось. США продолжили наносить удары по территории Ирана, и к пятнице это уже была 13-я ночь атак подряд. Тегеран отвечал ударами по американским базам и связанным с США объектами в странах региона. Одновременно поддерживаемые Ираном хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали нефтяные танкеры в Красном море. Таким образом, под угрозу оказались сразу два ключевых маршрута, а именно Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандеб. Ну и само собой на этом фоне нефть Brent поднималась выше уровня $100 за баррель. Но чего же хочет Трамп? США по-прежнему хотят заставить Иран прекратить атаки на американские объекты судоходства, открыть Ормузский пролив, ограничить ядерную и ракетную программу и ослабить связанные с Тегераном силы в регионе. А вот Иран хочет прекращения американских и израильских ударов с твердыми гарантиями безопасности, снятия нефтяных и финансовых санкций, разморозки активов и сохранения права на ракетную программу. Но вот главное противоречие. Вашингтон требует, чтобы Иран сначала уступил и снизил угрозу, а Тегеран требует сначала прекратить удары и снять экономическое давление, и по факту все будет решаться именно за столом переговоров. Но Трамп увидел, что даже серьезная военная эскалация не оказывает такого сильного давления на рынке. Более того, даже частичное ограничение трафика через Ормузский пролив пока не привело к глобальному кризису, которым нас так пугали в СМИ. Поэтому в Вашингтоне понимают, у США еще остается время, чтобы продолжать давление на Иран и попытаться силой усадить Тегеран за
стол переговоров. Но вот что интересно, у Трампа все-таки есть стопори, по которым он может кинуть тейк о возобновлении переговорного процесса и сделать какой-то жест доброй воли в его стиле, что частично ослабит эскалацию. И есть даже вот такой индекс. Его позиция во многом зависит от ситуации на рынках. В первую очередь это цены на нефть, доходности десятилетних облигаций, трафик в Ормузском проливе и динамика S&P 500. Условный индикатор TACO, который расшифровывается как «Трамп всегда сдает назад», показывает, что обычно Трамп начинает смягчать риторику при среднем значении около 2,9, пока индикатор все еще не вошел в этот диапазон. Но если нефть закрепится выше $100, Ормузский пролив будет полностью закрыт, доходности облигаций поднимутся выше 4,7%, а S&P будет корректироваться, то сигнал на деэскалацию может появиться уже до 30 июля. Эскалация вокруг Ирана продолжается уже 30 дней. Если давление на рынке усилится, то примерно через 6 дней мы можем получить первые реальные признаки позитивных новостей. Ну, конечно же, никакой гарантии это нам не дает, это лишь предположение. Но зная Трампа, он хоть и может делать вид, что принципиально будет идти до конца, но сами понимаете, мало чего положительного он получает с этой войны. А минусы весомые – это дорогая нефть, бензин, инфляция и жесткая политика ФРС, о которой мы будем говорить чуть позже. Соответственно, следующая неделя может продолжить нисходящее движение и привести к просадке акций и крипты. А все потому, что нефть будет расти. В прошлом ролике я дал хороший предикт по нефти, а именно лонг на ретесте уровня $80. И сейчас цена столкнулась с первым серьезным сопротивлением в диапазоне $92 и пытается закрепиться выше уровня 90 в качестве поддержки. И примерно это же движение происходило во время локального цикла весной. Учитывая, что ситуация вокруг Ирана пока не движется к улучшению, возврат цены выше этого диапазона остается вполне вероятным. Поэтому текущим локальным откатом можно воспользоваться для повторного входа в лонг и попытаться заработать на продолжении роста. Я рассматриваю зону входа примерно от 90 до $88 с целью в районе 100. Стоп-лосс в этом случае можно вывести ниже уровня $83. И после роста к уровню $100 я уже буду рассматривать возможные шорты, потому что в этом диапазоне есть сильное сопротивление. Но важно понимать, эта сделка не на несколько дней. На ее полную отработку может потребоваться неделя, а то и 2. С акциями похожая ситуация. В прошлом видео я разбирал шорт по Nvidia после ретеста сопротивления выше уровня $210. А те, кто внимательно смотрел прошлый ролик, помнят, что после публикации отчета я также готовился шортить Intel. Собственно, эту сделку я и открыл. Кстати, после того, как Джим Крамер сказал, что Intel стоит покупать. Позиция пока остается активной и прибыль я пока еще не фиксировал. Буду ждать более сильную просадку. Таким образом, следующая неделя может дать хорошую возможность шортить акции и крипту. Биткоин пока уверенно не зафиксировался выше уровня 65 тысяч и может упасть ниже, а техносектор США, особенно перегретые акции, также продолжат корректироваться. Поэтому, чтобы не ждать, пока вырастут ваши альты и не искать мусорные мемкоины на иксы, лучше работать с биткоином, эфиром, акциями, а также нефтью. Тем более в нашей подписке Coin22 Pro мы ежедневно публикуем прибыльные сделки для заработка. И на этой неделе мы заработали на росте нефти, скачке цены Microsoft, падении акций Google и на обвале многих других компаний. Наши аналитики следят за рынком круглосуточно, чтобы вы заранее получали лучшие точки входа. Для новичков у нас есть обучение, каждый участник получает сопровождение и поддержку 24/7. А если ваш спотовый портфель еще в минусе, мы также поможем, проведем ребалансировку, подберем индивидуальный торговый план и выйдем в плюс. А с нашим партнером BitGet вы можете не просто зарабатывать на трейдинге, но еще и выиграть технику Apple. Друзья, рынки не спят, и любое движение – это ваш потенциальный плюс на торговом балансе. Поэтому напишите нам по ссылке в описании, и мы расскажем и покажем, как правильно реализовать этот потенциал. Тем временем ключевое событие следующей недели и конца месяца станет ФРС. 29 июля состоится очередное заседание ФРС и выступление Кевина Ворша. И мой базовый сценарий заключается в том, что ставку снова ставят без изменений. И в принципе это логично. И причина простая. Инфляция все еще находится выше цели ФРС, поэтому снижать ставку пока еще рано. Но одновременно с этим рынок труда уже начинает замедляться. А значит, повышать ставку сейчас также слишком рискованно. Последние данные по инфляции оказались неоднозначными. Общий индекс цен начал падать. Базовая инфляция тоже замедлилась, но базовый ценовой индекс, на который в первую очередь смотрит ФРС, все еще остается повышенным. Ну и понятно, что рост цен на нефть и эскалация на Ближнем Востоке сохраняет риск нового инфляционного давления. При этом рынок труда постепенно теряет импульс. Темпы создания новых рабочих мест замедляются. Предыдущие данные пересматриваются вниз, а безработица начинает расти. Конечно, это еще не кризис, но все-таки важный сигнал для ФРС, что сейчас повышать ставку лучше не стоит. Поэтому
Поэтому от речи Ворша я жду жесткой, но осторожной риторики. Скорее всего, он признает замедление инфляции и рынка труда, но при этом скажет, что одного хорошего отчета пока недостаточно, чтобы менять всю политику. И получается, главная задача ФРС сейчас – не дать рынкам заранее поверить в скорость снижения ставки. Поэтому прямого сигнала на смягчение политики я пока не жду. Скорее всего, Ворш снова скажет, что дальнейшее решение будет полностью зависеть от новых экономических данных. Для рынков базовый сценарий будет нейтральным или умеренно негативным. Ставка сохраняется без изменений, а риторика остается достаточно жесткой. Позитивный сценарий возможен только в том случае, если Ворш сделает основной акцент на замедление рынка труда. Тогда доходности облигаций и доллар могут упасть, а в это время акции, золото и крипта получат импульс роста. При этом Ворш явно не обойдет нефть. Если ФРС сделает акцент на нефти, а также геополитике и риске нового ускорения инфляции, то это еще больше повысит шансы на повышение ставки уже этой осенью. Но до осени еще много времени, мы должны получить множество данных, которые касаются инфляции, а также рынка труда, и само собой решить вопрос с войной. Поэтому говорить, что осенью 100% повысят ставку, я бы не стал. То есть 29 числа ставку сохранят, а Ворш постарается оставить все варианты открытыми и не дать рынку расслабиться раньше времени, чтобы инвесторы не думали, что ставку будут снижать. А если наложить важный фактор в виде войны, то заседание может стать больше негативным для рынков, чем позитивным. В любом случае я буду за всем следить и оценивать риторику, которая так или иначе повлияет на биткоин. Я хочу выделить самую поразительную черту нынешней экономики – это инвестиции в бизнес. Быстрые темпы, которые ускоряются, частично связаны со строительством дата-центров и огромным спросом на оборудование и ПО для ИИ. Инвестиции в оборудование выросли примерно на 8% за год в первом квартале. В этой категории особенно впечатляющий рост показали высокотехнологичные расходы – почти 25%. В ФРС мы пока не знаем, насколько экономика выиграет от искусственного интеллекта. Тем не менее, кажется неизбежным, что то, что мы сейчас называем инвестициями в ИИ, вскоре будет просто называться инвестициями. Тем не менее, новые возможности для электронной экономики создают новые вызовы для центральных банкиров. Мы в ФРС внимательно следим за последствиями для занятости и инфляции. Кстати, отдельно стоит поговорить о биткоине. С начала месяца на графике сформировался восходящий торговый канал. После тестирования области почти 67 тысяч, цена откатилась вниз. И сейчас проверяет восходящую линию тренда в качестве поддержки. И здесь есть важный момент. Если биткоин сохранит данную структуру и покупатели удержат трендовую линию, то после локального отката цена получит возможность вернуться выше уровня 63 тысячи и продолжит движение внутри этого канала. Однако нельзя игнорировать давление фундаментальных факторов, ведь вся эта геополитика, высокая стоимость нефти, ожидание поставкам ФРС и общая напряженность очень сильно давят на ликвидность. Если это давление усилится, то биткоин скорее всего временно опустится ниже уровня 63 тысячи, а также протестирует поддержку 62 и уже оттуда будет пытаться вернуться обратно выше этого уровня. И кто помнит мой прогноз на июль, то еще в начале месяца я говорил, что основной целью моего лонга является тестирование диапазона 67 и 70 тысяч. Первая цель на уровне 67 тысяч уже была почти пробита, при этом выше уровня 65 тысяч цена пока уверенно закрепиться не может, а значит потенциал для продолжения роста постепенно сокращается. Поэтому в ближайшие дни, если мы не закрепимся выше уровня 65 тысяч, то я планирую фиксировать свой лонг и постепенно начинать набирать шорты, чтобы отыграть возможное падение рынка в августе. Поэтому посмотрим, сможем ли мы закрепиться выше уровня 65, и если же нет, то уже оттуда будем тянуть шорты. А более подробно о том, что может ждать биткоин и весь крипторынок в августе, я уже расскажу в новом большом прогнозе на месяц. Поэтому поддержите ролик лайком, чтобы видео вышло как можно раньше. Что касается рынка акций, я по-прежнему смотрю в сторону шорта техносектора. Сейчас у меня уже открыты шорты по Micron, по Meta, а также Intel. Я планирую их удерживать как минимум на протяжении следующей недели. Цели по каждой сделке уже есть, поэтому дальше буду просто смотреть за реакцией цен. При этом отдельно я начал присматриваться к Nvidia, но уже в лонг. Да, акция уже показала сильный рост, однако на графике хорошо видно то, что происходит с ценой, особенно перед публикацией отчета, ведь она начинает расти заранее, а основная коррекция происходит уже после выхода отчета. Сейчас мы как раз таки входим в то окно, когда на протяжении месяца рынок может отыгрывать ожидания перед отчетом. Поэтому на локальном откате я буду искать возможности для входа в лонг. И более подробно о всех своих позициях, точках входа и целях я буду писать у себя в телеграм-канале, где я регулярно делюсь своими сделками и мыслями по рынку. Поэтому всем, кому интересно, переходите и подписывайтесь. Также пишите свое мнение в комментариях, поддерживайте видео лайком. Друзья, вам большое спасибо, что продолжаете смотреть видео и поддерживать канал. Это очень приятно. Вам желаю удачи. Увидимся на следующей неделе. До скорых встреч.